Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео поделюсь с вами секретами выполнения скоростного маникюра. Первое – подготовить рабочее место. Подготовиться к самой процедуре. Когда приходит клиент, все должно быть готово. Убедитесь, что у вас достаточное количество салфеток, жидкостей, подготовленные расходные материалы, перчатки, пилка, баф. Инструменты должны быть хорошо заточенными. Фрезы не забиты остатками материала. Второй секрет – это работа по чек-листу. Пока вам сложно работать на время и контролировать его, поэтому предлагаю воспользоваться специальным чек-листом выполнения скоростного маникюра. В нем находится перечень этапов. Две графы с планируемым временем. Первая для опытных мастеров, где мы стремимся к 1 часу. И второе оптимальное время в 1,5 часа на все эти этапы. Поэтому в работе нам обязательно понадобится таймер для того, чтобы эффективно оценивать работу. И всегда следим за временем каждой процедуры. Третий этап – оценить исходник. Итак, нам пришел клиент, и теперь необходимо оценить состояние ногтей и кутикулы. Исходя из этого, подбирать маникюр, который будет наиболее эффективен. Например, клиенту сухой кутикулы мы посоветуем аппаратный маникюр. Если руки, как у моей модели, классический или комбинированный. Чем точнее вы проведете диагностику, тем лучше будет результат. Эту работу выполним на скорость с заполнением чек-листа. На каждом этапе будем ставить таймер и его записывать в дальнейшем чек-лист. Первый этап – это снятие старого покрытия. На него обычно уходит от 5 до 10 минут, в зависимости от длины ногтей и толщины слоя. Важно работать по определенной схеме. Очень часто вижу, как мастера работают хаотично, теряя заветные секунды. Попили то там, то тут, в результате бугры и неровная поверхность. Если нужно намного укоротить длину, то быстрее это сделать фрезой, а не пилкой. Мы сначала убираем в данном случае толщину и только затем подравниваем длину, потому что гипонихи, кожа, которая является продолжением ногтевого ложа, сильно разросшаяся, и чтобы не поранить модель, работаем в таком порядке. При снятии идем длинными движениями слева направо, без давления. При этом выставляем максимальные обороты на аппарате, чтобы насадка не зарывалась в покрытие. Если снятие гель-лака занимает больше времени, посмотрите на мощность вашего аппарата. Она должна быть не менее 32 Вт и, конечно, желательно больше. У слабых аппаратов эффективность намного ниже. Снятие гель-лака может растянуться даже на полчаса. У кого такое было, поставьте пальчик вверх. После снятия цвета выглаживаем поверхность базы поперек ногтя плоскостью фрезы. Ровная поверхность позволит сократить время на выравнивание. На данной модели во время снятия видим множество отслоек, поэтому также закладываем на это время, что нам понадобится его больше, нежели чем пришел клиент с идеально отросшим покрытием. Остановили таймер, у нас ушло 5 минут 22 секунды. Записываем это время в чек-лист. Следующий этап при поднятии кутикулы и зачистка птеригия пушером. В скоростной технике, если кутикула не налипшая, то и вовсе можно обойтись без него. Или, например, приподнять кутикулу апельсиновой палочкой. Задача отделить кутикулу от ногтевой пластины, для того, чтобы фреза легче проходила под кутикулой. Итого 32 секунды на данном этапе. Мы сделали оценку лунулы модели, она у нее широкая, а значит есть глубокий подкутикульный карман, на котором нам предстоит поработать. Следующий важный этап – сам маникюр при поднятии кутикулы, раскрытие кутикульного кармана. Важно, что работаем мы не по одному ногтю от начала до конца, то есть и левую, и правую сторону, не по одной руке, а сразу с 10 ногтями поочередно. То есть сразу обрабатываем на всех 10 ногтях левые стороны. Выбрали насадку пламя диаметром 0,21 с красной насечкой.
Насадку подбираем, учитывая тип кожи клиента. В моем случае кутикула не сильно огрубевшая, поэтому взяли красный абразив. Сначала на форварде прочищаем все левые стороны. Скорость 15-20 тысяч оборотов в минуту. Не работайте на слишком низких, так как это может приводить к пропилам. Ну а опытные мастера могут поставить и большую скорость. Обязательно смахивайте пыль щеткой, чтобы видеть, с чем работаете. Самый важный нюанс на этом этапе, что не совершаем лишних движений. Первым проходом раскрываем, отделяем кутикулу от ногтя. На втором проходе работаем локально до идеала, пока не увидим чистый результат, и как раз таки в этом сокращается время. На обработку всех левых сторон ушло 2 минуты 10 секунд. И приступаем к обработке правого синуса, переключаем направление вращения. Здесь немного меняется траектория наших движений. Насадка уже ставится плоскостью параллельно кутикуле и как бы выглаживая внутренний карман. Таким образом кутикула сильнее приподнимается, и нам впоследствии будет ее проще срезать. Конечно же, и не забываем про обработку боковых валиков. Сразу хочу сказать, если вы начинающий мастер, то сразу не гонитесь за скоростью. Она придет к вам со временем, с опытом, с наработкой клиентской базы. Если сейчас гнаться за скоростью, то качество может сильно пострадать. Отточите технику до совершенства и только потом постепенно, работая с чек-листом, ускоряйтесь. На правые стороны ушло большее количество времени – 6 минут 20 секунд. Именно потому, что мы больше выглаживали подкутикульный карман и потратили на это время. Следующий этап – это баф, где мы должны зашлифовать поверхность, сгладить оставшуюся базу с натуральным ногтем. В скоростной технике можно обойтись и без него, если не было отслоек и вы очень хорошо сгладили переход фрезой. Нам потребовалось 46 секунд для того, чтобы забафить поверхность, запишем в чек-лист. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Придадим форму свободному краю. Это можно было сделать раньше, например, перед маникюром, но только в том случае, если у вас будет классический маникюр, потому что после размачивания ванночки, после удаления кутикулы нельзя придавать форму ногтям, они могут расслаиваться. Если вы выполняете комбинированную технику обработки или аппаратную, то форму придаем после маникюра или после приподнятия кутикулы фрезой. Немаловажный момент – чтобы ваша пилка отлично пилила, а не стиралась после одного ногтя. В моем случае это сменные файлы от Stalex 180-240 грид. Удобно придавать форму, если это ваш постоянный клиент, тогда вы после снятия равномерно подпиливаете все ногти на пару миллиметров, настолько, сколько отросло, и все. Но когда это новый клиент или после другого мастера, нужно потратить чуть больше времени на сравнивание длины. И тем более, если предстоит смена формы. Здесь мы сделаем форму более овальную, для того, чтобы покрытие не отслаивалось и улучшилась носибельность. Выбираем ноготь с самым длинным ногтевым ложе или самый короткий от кутикулы до свободного края и начинаем опил с него. На опил формы должно уходить не более 10 минут. Даже при условии смены формы из квадратных в миндаль, например. Если вы тратите больше времени, это говорит об ошибках в технике. Возможно, вы опиливаете короткими движениями, или ваша пилка не пилит, или вы возвращаетесь много раз к одному и тому же этапу. Закончили с этим этапом, и результат вносим в таблицу. 3 минуты 9 секунд. Теперь наша кутикула и ногти полностью готовы к срезу. Использую стандартные ножницы, также обожаю твизеры. В общем, выбирайте тот инструмент, которым работать удобно именно вам. Если вы выполняете быстро срез кусачками, то не стоит браться за ножницы только потому, что они, например, удобны мне или они показаны в видео. Мастер зачастую привыкает к своему инструменту, и с ним у него работа более продуктивна.
2 минуты 55 секунд ушло на срез кутикулы, записываем в чек-лист. Обезжириваем ногтевую пластину, тщательно убирая всю пыль, и наносим бескислотный праймер. Итого 44 секунды на 2 руки. Следующий этап – это выравнивание ногтевой пластины базой. Для того, чтобы работа была скоростной, лучше выбрать базу жидкой консистенции. Она сама будет быстро распределяться в правильную архитектуру, образуя блик. Густой базой вам понадобится больше времени для ее раскладывания. В качестве покрытия мы выбрали камуфлирующую базу. Для того, чтобы была хорошая сцепка, предварительно наносим тонкий слой прозрачной пластичной базы. Много разравнивать, водить кистью, достаточно 3 движений, чтобы полностью ногтевая пластина была покрыта. Просушиваем такой тонкий слой 30 секунд и приступаем к выравниванию базой. Сначала делаем несколько движений для увлажнения ногтя, затем ставим каплю в зону кутикулы и распределяем. База у меня с шиммером средней консистенции, легко распределяется, и при перевороте стоит немного ее подтянуть, как уже получается ровный блик. Работаем конвейером, снова не по одной руке. То есть мизинец на одной, затем мизинец на другой и так далее, доходим до большого. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Тут, конечно, важно работать в контакте с вашим клиентом. Если он отвлечен от процесса, залип в телефон, то навряд ли получится скоростная работа, мастер будет переживать и тратить драгоценные секунды. Предупреждаем клиента, что не стоит сильно напрягать пальцы, разглядывать покрытие до того, как поставить в лампу, потому что это может привести к затекам, к неровности поверхности. Важно рассказать, как правильно отправлять в лампу на просушку. На этап выравнивания ушло 7 минут 35 секунд, заносим в чек-лист. Модель предпочла оставить цвет базового покрытия, но для того, чтобы сделать эксперимент более честным, мы нанесем дополнительный тонкий слой этой же базы, как будто бы мы покрываем ногти цветным гель-лаком. На самом деле сейчас большое количество гель-лаков, которые очень пигментированы и при этом хорошо просыхают, и их здорово использовать для скоростной работы, для нанесения в один слой. Кстати, вы могли обратить внимание, что для выравнивания и покрытия не используем тонкую кисть. Все это будет растягивать время процедуры. Вышло 2 минуты 41 секунда. Второй слой наносить не будем. И теперь этап нанесения топа. Топ наносим средним слоем для того, чтобы выровнять покрытие. При необходимости переворачиваем руку клиента на несколько секунд, чтобы капля распределилась в правильную архитектуру. Скоростная работа подразумевает под собой не такие перфекционистски идеальные работы, которые мы привыкли видеть, например, на страничках в Instagram. Здесь нету такого глубокого маникюра подкутикульного по самый локоть, вылизанного. То есть скоростная техника в какой-то мере будет подразумевать под собой небольшую потерю качества. 1 минута 52 секунды на покрытие топом, 34 минуты 10 секунд от начала до конца на снятие гель-лака, маникюр, выравнивание, покрытие. Запишем это время также в чек-лист. Наш результат, я считаю, это очень хорошее время, и каждый клиент будет несказанно счастлив, если получит маникюр за такое короткое время. Желаю всем успехов в работе. Счастливо. Пока-пока.